всегда было желание играть какую-то музыку рокового направления. Всегда нравилось вид типа чуваков с электрогитарой, вообще этих рок-выступлений. И когда я был малой, фанател там на то время, наверное, всяких там типа а-ля Корн групп, там, кстати, X, Тиш. Я пошел на почве вот этого пристрастия к каким-то группам с электрогитарами в музыкальную школу с эстрадным уклоном на эстрадную гитару играть рок. И мне однажды в музыкальной школе чувак подошел из-под полы после урока сольфеджио и говорит, мол, вау, чел, типа, ты играешь на гитаре, круто, дисторшн, у тебя электрогитара, типа, давай с нами, поиграем. Я такой, типа, а что будем играть? Ну, в принципе, я не против, у меня никогда не было группы. И так я впервые попал в группу с гатовскими чуваками, играть такой лютый, ну, на то время это просто мы называли панк, но со временем придет мысль о том, что началось это все же с говнопанка. И это был ад в плане того, что мне было на то время лет 14, а может я и младше, и я вообще маленький был, и надо было ездить в Гатово, сначала собирать чуваков в Гатово, мы там собирались, и они там из-под полы покупали пиво, пили пиво и ехали на дачу этих чуваков, которые жили в Гатово. Мой первый панк-концерт, это была группа Worship. На этом концерте еще выступали группы My Dogs and Cat, Паром, и по ходу был дебют группы Ice Grills. Для меня это было все в диковинку, и, блин, это было круто. Вот это вообще мой первый шаг, типа, панк-рок, эту тусовку какую-никакую. Второй такой переломный концерт, это был концерт группы Alchemist, Massacre, I Hope You Die. Я как 15-летний школьник на то время, после прослушивания всякого панка, такого битдаун, хардкора, увидел нормальный, там, смесь краста, темного хардкора. Для меня это все было в диковинку. И вообще, почему этот концерт был переломный, я там познакомился с такой личностью, как Алексей в простонародье Рыло, после чего вообще, наверное, изменился полностью мой музыкальный вкус. Третий концерт, это был концерт группы Ива, был дебют группы Ксилема, и также играла вот эта группа Лёши в простонародье Рыло, группа Сценарий. Группа Ксилема, Сценарий, Ива играли вот такую смесь панка с эмо, и это было тоже для меня в диковинку, потому что я вообще тогда не имел никакого представления о типа такой эмо-панк музыке, и вот все группы мне показали, что это есть такое. Наверное, было лет 12, я начал слушать Нирвану, мне очень нравилось. Я слушал, а потом в какой-то момент я, видимо, посмотрел фильм «Американский пирог», и там он был целиком наполнен всяким поп-панком. И я понял, что это супер крутая музыка, которая мне очень нравится. Я начал слушать Сам 41, Блинков и вот это все. Это был год 2000, может быть, 9. Мы с чуваками из школы замутили группу, которая называлась «Струя». И там была песня «Пятница», которую я написал в 9 классе, и были такие строчки: «Пятница, пора бухать, с друзьями будем отдыхать, и не заботит нас ничто, ведь мы опять говно». Чуть попозже я начал слушать музыку типа Entitled Fight, Touché Amoré, Дефитера, и понял, что то, что я тогда играл в группе, это типа был альт-рок. Мне не очень хотелось это делать. И я нашел чуваков из группы Phalanx. Вот. И через Guitar-By. Вот, мы с ними поиграли, и так я начал играть вот такую типа музыку. Передо мной открылась эта стезя, дальнейшее знакомство с кем-то, как-то, хождение на концерты. И у меня начали формироваться свои нормальные группы. Какое-то начало Phalanx тогда задалось. Чтобы перейти к такому звучанию, к которому мы пришли, надо было много лет поиграть всякого лютого кава. Спустя года начал Миша этим интересоваться. Но у Миши это все было по накатанной. Типа, ему не надо было ездить в Гатово, играть с хуёвыми челами, хуёвое музло, обзаводиться хуёвыми знакомствами. Ему как-то это, типа, он все это перепрыгивал и уже приходил, грубо говоря, на готовенькое. Я узнал то, что эмо, есть такие жанры, как Midwest эмо, там, Twinkle.
что партии там, не то, что не 3 аккорда, а там какие-то партии более техничные, более прикольные. Мне эта музыка вообще показала. Там еще смесь математики всякой. Жесткой для меня на то время казалось. И вот он, что именно хочу играть эту музыку. Начали играть сначала с ребятами в гараже, когда мне было 17 лет. Познакомился с Кириллом, который познакомил меня вот с французской школой, там, с Кримом, эмо-панк, группа Ванила, Аноми, не знаю, как правильно произносится. Зарождение Колса началось, наверное, вот с этой гаражной группы. Миша, первый его такой шаг, наверное, для реализации Колс, это было завербовать нашего барабанщика из группы Phalanx. И он тогда завербовал Леху. Потом они искали басиста, и, насколько я понял, у них это было как-то туго найти человека, который ходил бы на репетиции, шарил бы в музее и всякое такое. Ну и далеко не заглядывая, они предложили мне, но что, сама мысль того, что с нашим братом играть, как-то показалось очень классно. Я закончил 6 лет музыкальной школы на басу, а Филипп закончил 6 лет музыкальной школы на гитаре. Но в первой группе Филиппа нужен был басист, и поэтому он забирал мой бас, и мне приходилось играть на его гитаре. Ну и потом с годами получилось, что я начал играть на гитаре, Филипп начал играть на басу. Мы начали репать, наверное, в 2016-м, это было в конце весны, где-то летом мы начали. Миша принес свои тогдашние, как он думал, готовые треки. В принципе, все с большего сочиняет Миша, но с момента, как Миша сочинит, до момента записи эти треки проходят такой рефакторинг полнейший, что эти треки превращаются в абсолютно что-то другое, но не менее классное. Возможно, даже и что-то лучше. Я сижу дома между работой и учебой, или учебой работой. Я сижу, играю на гитаре, сочиняю партии, прихожу на репетицию, показываю ребятам. Они говорят, это тариф, партия, отстой, мы его играть не будем. Я соглашаюсь с ними мирно. И мы эту партию не играем. Но иногда я приношу кайфовые рифы и партии, и мы их разбираем и сочиняем песни. Вот так получается музыка, которую мы играем. Основной мыслью, наверное, группы Колс стала мысль о том, что восприятие эмо как часть панк-культуры у нас как-то очень искажено из-за того, что в менталитет просто как клещ въелась эта мысль, то, что эмо — это вот отечественное дерьмо из 2007-го, вот с этими всеми мемами, верни мне мой 2007-й аматори, хуятори и вот это прочее отстой. И, во-первых, для меня эти группы вообще никак не коррелируют с понятием эмо, а второе, типа, то эмо, которым мы увлекаемся и слушаем, оно нисколько вот с этим привычным стереотипом слез, как-то грусти, тупости. Мне скорее всегда хотелось преподнести группой то, что эмо — это, во-первых, часть панк-культуры, и это не грустная часть, а скорее на эмоциональных пиках. Музыка интересная тем, что люди честно поют о своих каких-то чувствах к чему-либо, кому-либо, обо всем, и это как происходит с эмоциональной точки зрения как и в каком-то миноре, так и в мажоре. Ну, вообще группа Колс — это один большой прикол. И Сергей из группы Ксилема хотел, чтобы мы назвали наш первый альбом «При», и тогда получился бы «Приколс». На самом деле, я не могу вспомнить много приколов про группу Колс. Из ниоткуда, из каких-то просто амбиций, таких детских, рождаются такие планы и их реализация, как поехать просто в другую страну, тотально в Чехию на фестиваль на ФЛАВ. И вот это мой второй раз был, когда я поехал на ФЛАВ в 2013 году. Мне было тогда 20 лет, и, короче,
мне что очень нравится в Чехии, в принципе в Европе, это громадное количество крутых китаек, где я просто заказывал очень много хавки острой, просто люто там уже эти всякие сирачи там и прочее, Каллен просто заливал всю еду, и во что это вышло, то что типа весь фестиваль Флав я ходил, типа, наверное, по полчаса тусовался на фестивале, и каждые 10 минут спустя полчаса ходил в туалет, просто либо посрать остренько, либо просто жопу потереть, потому что она просто горела. И вот в один из таких случаев я пошел в толчок, сижу, тушу огонь, и слышу, на заднем фоне на импровизированной сцене Флафа играет, что-то из ряда вон выходящее. В 2013 году состав был такой мрачный, краст какой-то, мрачная движуха, радикальных каких-то там веганов, анархистов. Прям вообще там атмосфера такая была, вот, как будто бы хоронят мир. И тут бас, я сижу на толчке, и сзади играет что-то такое задорное, крутое, вот музыкальная составляющая крутая, там все сингалонги кричат какие-то веселые. Я прям, понял, что такое пропускать нельзя, поднял штаны, быстро вылетел из толчка, оббежал их, прибегаю, там просто гигантская толпа относительно импровизированной сцены стоит, и все что-то поют, я как-то подхожу к друзьям знакомым, спрашиваю, типа, а кто играет? И чуваки такие, чувак, да это спорт. А я уже шарил на то время группу «Спорт», не так прям, чтобы там лютым фанатом ее быть, просто знал о ее существовании, потому что это классная группа. Я такой, ворвался, там потусовался, сразу побежал на белорусский кемпинг на Флафе, всех зазывать, типа, чуваки, там такая группа играет, охуеть, все, просто перевернет вообще ощущение Флафа в этом году. Кого я там успел собрать, какие-то там Клёц, Островских, прочих, все подбежали так, медленно, потому что мне не доверяют. Но тем не менее, потом после этого Флафа, мне кажется, только у ленивых не было на стене лайв-видоса спорта, выступления с Флафа, с этой палаточки. Вот это первая группа, которая такое вот прям кардинально классное впечатление от такой музыки оставила. Вообще, наверное, ни для кого не секрет, это то, что группа Calls — это какой-то такой плохой твинкл под влиянием группы Tiny Moving Parts. Но я скажу то, что в свое время эта группа очень сильно меня повлияла. Наверное, у меня был такой период, когда я, наверное, просто полгода каждый день я переслушивал альбом вот This Couch is Long and Full of Friendship. Мой топ-1 Emma Twinkle групп входит группа Algernon Cadwallader. К ней вообще и все из нее исходящие, наверное, Dogs of Acid группа есть, очень крутой, звучит как бы там и с точки зрения музыки все супер интересно, прям там столько всяких инструментов, звуков, сама техника игры, вокал, тексты, там, все круто. Чуваков, если пропалить в интернете, где они выступают, тоже такие лютые диавайны в каких-то подвалах, возле каких-то разрушенных маяков. Всякое такое, очень, впечатляющая группа. Потом движуха вокруг группы I Kill Giants. Вот у них есть лайв их последнего шоу. Это, наверное, апогей того, чего бы я хотел бы вообще реализовать, например, группой Calls, потому что там лайв, вот если в хардкоре, например, из Last Show, наверное, у каждого был скачан на компе, хранился Last Show группы Half Heart. Мне кажется, в Midwest, Твинкли и Эма у каждого, мне кажется, такого себя любящего эморя должен быть Last Show I Kill Giants, потому что это реально крутейшее шоу. И вот, смотря на это все, на все эти движухи, которые там происходят, что в Европе, что в Америке, хочется что-то такое просто спроецировать на нашу отечественную сцену. Calls — это одна группа из тех многих, в которых я играю, где я немного какой-то все же устроил тоталитаризм. Мы неоднократно с друзьями, с Лехой Сорокиным, обсуждали, как это вообще, играть в группе, и нам, вот, наверное, то, что мы постоянно
повторяем. Это из интервью Ромы Совести. Он как-то сказал, что играть в группе чем-то схоже на ношение трупа. Тебе надо его просто донести куда-то. И вот что-то в репах Колс, вот подобное, вот этот, не знаю, манера такое, типа, Путина устроить на репе, вот всем начать заправлять, вот, типа, барабанщика приволочь на репетицию, заставить играть, Мишу там заставить, не знаю, помолчать, не играть на гитаре, разобрать это ритмический какой-то рисунок, все это как-то ну, очень много какой-то такой дурацкой организацией занимаешься. Миша или Филипп намучивают какие-нибудь классные запилы, разбирают дома, потом приносят на репу и заставляют меня играть всякую хуйню, которую мне не получается играть. Говорят, вот надо сыграть как там или как там. И это постоянно боль для меня, потому что я не знаю, как там или там. И вот, и надо что-то постоянно придумывать прикольное. Так что, когда только песня новая и нужно работать, это большая для меня боль. И мне очень некомфортно в этот момент на репе. Но потом, когда мы ее разбираем и играем, это довольно классно. Когда все получается. Получается круто. Чем мне нравится белорусская сцена, по крайней мере, ну вот такая как-то белорусская особенность, то что у нас, ну, по крайней мере, долгое время никогда не было какое-то разделение в плане того, что на одном концерте могли играть и эмо-группы, и скримы, и краст, и хардкор, и панк, и все это уживалось на одной сцене, все с друг другом корешили. Вот на примерах этих лютых концертов, где выступал, вот, например, когда Пулик реюнион был, играет Пулик, потом после них All Day Night, потом Паром, это типа рок, краст, там, панк, хардкор, все круто. Но вот сейчас, типа, как, ну, много групп уже нету, как-то у нас начинает появляться такая, типа, система делений в сцене, типа, хардкорщики играют для себя, и все остальные играют для себя. Ну, это, типа, глупо, как по мне, я бы очень этого не хотел, и исходная мысль из этого, мне бы хотелось стереть эту грань, чтобы все на всем тусовались. Вот помню концерт Багна, Fuck It All, Face Forward был, Monday Suicide, по-моему, еще был. Вообще, это была панк-ёлка, там было очень много людей, там еще даже есть знаменитое видео с этого концерта группы Fuck It All. Минск Сити Хардкор, мне кажется, это видео вообще все видели. Ну и тогда вообще на концерты ходило очень много людей, и всем было неважно, на что ходить. А сейчас как-то все так разошлось. Кто-то принципиально не ходит там на всякие эмо-панк-концерты, панк-концерты. Кто-то не ходит там специально на краст-концерт. Некоторые вообще только на хардкор ходят и говорят, что типа хардкор лучшая музыка в мире. Минская публика, она крутая, потому что чуваки очень сильно в этой теме, и прям ты видишь, как они знают все тексты, и очень такие инициативные энтузиасты. Это круто. Видеть таких чуваков, которые приходят на твои концерты. Многие знают, что я любитель потрындеть на этих выступлениях. Типа, начиная от стендапа, заканчивая какой-то мыслью в принципе. И мне кажется, это очень важной частью выступления, по крайней мере, в панк-культуре. В плане того, что это не просто постная музыка, которую ты отдаешь безмысленно, без стержня, без ничего. Просто нате, послушайте, точно так же, как на плеере. Ну и мы отыграем и уйдем. Мне кажется, всегда надо, типа, какой-то контакт держать словесный. Вот меня, например, когда я малой был и на первый хардкор-шоу приходил, меня вот это, наверное, и зацепило. То, что чуваки со сцены говорили вещи, которые заставляли задуматься после концерта и трижды подумать о них еще в будущем, а то вообще, в принципе, что-то стало основным мотиватором. Вот, и мне хочется от Колс, чтобы был такой же эффект, чтобы чуваки приходили, и им было интересно, помимо того, что они там поугарают под музыку, так еще и в них, возможно, какое-то посеется зерно каких-то интересных идей и мыслей. Вот что-то такое.